Как вас могут признать выгодоприобретателями? Прям кейс из практики. Приезжаю в налоговую по выездной проверке и разбираем наших поставщиков, по которым нам налоговые органы предъявляют претензии. Работаем с одним поставщиком уже больше 3 или даже 4 лет. Это обычный ИПшник, который поставляет сантехнику. Но налоговые органы показывают дерево и раскрывают этого ИПшника и говорят: у вас, у ИПшника, нет на балансе того, что он вам продает. Мы, естественно, с директором смотрим друг на друга и понимаем, что наш ИПшник, с которым мы работаем 4 года, доверяем ему, все было всегда, все отгрузки безоговорочно, вовремя и в срок и так далее. Он, по факту, покупает сантехнику за границей, минуя все таможенные органы. То есть он уходит от госпошлин, от налоговых начислений, от сборов таможенных и так далее. Экономит, как это сейчас говорят, шелковым путем растамаживает более дешевле. В основном, кто так сейчас работает? Ну, из практики это все наши рынки Москвы, типа а-ля Садовода и типа Food City, которые привозят вещи китайские, турецкие из-за границы, но не растамаживают. В итоге налоговые органы говорят: так как вы являетесь заказчиком, значит вы выгодоприобретатель. И всю сумму НДС и налога на прибыль мы вам снимаем. Сумма приличная, набегает за несколько лет. Начинаем разбираться с нашим поставщиком. А поставщик нам говорит: ну я же ИПшник. Я же вот налоги как ИПшник плачу, что вы еще хотите? На сегодняшний день нет еще проверочных, скажем так, доказательных баз, как ИПшнику, то есть у него, он на упрощенке, да, возьмем вот историю ИПшника, разберем. ИПшник на упрощенке. Соответственно, какая ему разница, как он привез этот товар? И до какого-то времени мы все практически так и жили. Но последние несколько лет бюджет уже так жить не хочет, и налоговые органы начинают к этому придираться. Ты не можешь продать то, чего ты не приобрел. А, соответственно, доказательная база у них быстрая, легкая, они все дерево проверяют и смотрят, что ИПшник, получив от вас деньги за эту сантехнику, просто снял с расчетного счета себе как физику на карту. И эта схема уже идет обналичивание. И, соответственно, налоговые органы предъявляют претензии и говорят: будьте любезны, уберите НДС и прибыль из своей налогооблагаемой базы. Такая же история по выгодоприобретателю. Несколько лет назад компания занималась масками. Она приобрела маски, вот эти вот одноразовые, которые вешаются. Машина приехала на склад. Машину даже зафиксировали фото-видеоотчетом. Даже вышел водитель, который попал в эти камеры. Но налоговые органы сказали: нет, к сожалению, вы выгодоприобретатель, будьте любезны, заплатите НДС и налог на прибыль. Почему? Потому что у этой компании, как оказалось, нету в наличии данного товара, чтобы его продавать. Единственное, что сейчас выгодоприобретательство надо снять через суд, и вот такие доказательства, как фото-видеофиксация проезда машины и товара на склад, она будет служить косвенным доказательством, что вы по факту купили и приобрели эти маски, как и в том случае с сантехникой. И только такими доказательствами, фотоотчетами, фиксацией учета в журнале въезда-выезда машины, подписи водителя, который вас разгрузил на погрузку на склад и сдал товар кладовщику, подпись водителя, когда он загрузил товар и уехал. Это все косвенные, подтверждающие ваши обоснования, чтобы вы все-таки не убирали НДС и прибыль из своей налогооблагаемой базы. Поэтому, когда у вас есть такие поставщики, и вы халатно подходите к проверке их, имейте в виду, что вот такое халатное отношение по проверке контрагента вашего же поставщика может привести к рискам до начислений со стороны налоговых органов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы поговорим в следующей теме, как бухгалтера обманывают своих директоров.